Что в черном ящике, господа, угадайте, а я вам скажу, даже гадать много не надо. А здесь охренительный ноутбук, я вам скажу, не просто охренительный ноутбук, это Asus ProArt с вот таким вот, видите, прикольным вот таким вот логотипом. Весь черный, с грейдом MIL STD810H, то есть он тестировался и на противоударность, и на влагозащищенность на некоторую. Конечно же, попадание брызг и капель, а не полное погружение куда-то в воду, виброустойчивость и тому подобное. И этот ноутбук конкретно для тех, кто создает контент. Для таких, как я, для дизайнеров, для 3D каких-то там модельеров. Это 16-дюймовый. На Ryzen AI 9HX 370, 64 гига память. Знаете с чем? С шикарным OLED 4К экраном. Сейчас мы посмотрим. Смотрите, Лиса, видно экранчик? Лампа отражает. Давай найдем ракурс. Найди ребятам ракурс. Видно? Да? Да. А теперь смотрите. Дело в том, что тут еще и тач-интерфейс. Тут тач-экран. Это просто невероятно. Я вам серьезно говорю. Кроме того, что у него экран с обалденными цветами, с классной частотой, с хорошим разрешением, и то, что он еще и OLED, делает его идеальным именно для дизайнеров. Просто невероятно. Также у нас в комплекте есть вот такая вот сумочка ProArt, потому что его можно таскать с собой, его как бы так и позиционируют для того, чтобы таскать. Есть Lana J45, вот такой вот донгл. Просто подключаете такой, блин, прикольный. И есть блок питания, сейчас скажу сколько, 200 ватт. Вот такой вот ни много ни мало 200 ватт блок питания, а он нам и нужен 200 ватт. Потому что здесь GeForce RTX 3070 Game Studio сертификация. Очень мощная видеокарта, как и сам процессор. Поэтому я вам скажу очень все интересно. Мы с вами что мы сделаем? Мы для начала посмотрим, что у нас есть на бачках. Есть полноценный картридер, то, чего мне зачастую не хватает в ноутах. Есть Type-A, есть Type-C. Кстати, Type-C здесь Thunderbolt до 40 гигабит в секунду. Type-A у нас до 10 гигабит в секунду. Теперь смотрите, с этой стороны 3.5 для гарнитурки, Type-A, Type-C, HDMI и разъем питания. Не совсем стандартный. По клавиатуре, Лисица, поближе покажи. Клавиатура вот такого вот у нас стандарта есть. Знаете, что у нас есть? Сейчас я вам покажу. Смотрите, есть вот такое вот кольцо. Во-первых, видите, его настраивать надо через приложение. Я вам покажу очень кратко. Вот оно, это колечко сенсорное, где вы сможете дополнительно управлять различными фишками. Сам по себе вот этот вот охренительный тачпад размером с мою ладонь, клацаемый, клавиатурка с подсветкой без без дополнительной цифровой панели. Но при этом здесь охренительный звук Harman Kardon, Dolby Atmos, Dolby Vision экран, сертификация именно Dolby Vision. Вы здесь можете смотреть, играть, да, даже здесь можно поиграть. Но вы поняли, про какие игры, игры для каждого разные. А здесь мы, кстати, с вами сейчас идем, берем этот ноутбук, посмотрим, во-первых, на сайте производителя, что нам там заявляются, а потом переходим и тестируем. Ну и, конечно же, делаем выводы. Но перед этим подписываемся, нажимаем колокольчик, ссылки на него в описании под видео. Поехали! Ну вот мы с вами и на сайте. На сайте официальном производителя. Сейчас посмотрим, чего не назовется, потому что смотреть есть чего. Ссылку закинул в описании под видео. Это платформа сертификации NVIDIA Studio. И сразу они делают упор на то, что здесь OLED-дисплей, конечно же, с тач-панелью, RTX 40, с производительностью невероятной. Именно, знаете, здесь GeForce RTX Studio с продвинутым AI. И сам по себе это Copilot плюс PC, само собой, 16-дюймовый OLED дисплей 4К. Давайте смотреть сразу на OLED дисплей. 3840 на 2400, 100% покрытие DCI-P3, Delta E меньше 1 и 4096 уровней распознавания нажатия стилуса MMP 2.0. Но это то, что мы с вами уже обсуждали. Dolby Vision экран, валидация Pantone, дисплей HDR, фильтрация синего света и низкий уровень синего света. Теперь, что у нас тут? Адаптивная Lumina OLED. Слушайте, намного они сейчас более устойчивы к выгоранию и покрыта она Corning Gorilla Glass. Вот это да, кстати. Идеальные яркие цвета. sRGB, DCI-P3, Pantone.
Возвращаемся сюда, Windows 11 Home, понятно, по процессору. В максимальной версии, которая попала к нам, AMD Ryzen 9, ну, AMD Ryzen AI 9 HX 370 до 50 тераопс, максимальная его мощность, TDP процессора 70 Вт до 1,5 ГГц, которые спокойно достигаются. Ну и видеокарта у нас GeForce RTX 4070, 8 ГБ GDDR7 с алгоритмами искусственного интеллекта, с RTX, само собой, и NVIDIA Studio. Чтобы вы понимали, здесь драйвера стоят NVIDIA Studio, и у них сертификация NVIDIA Studio. Недостаточно поставить NVIDIA Studio драйвера на ноутбук для того, чтобы он стал NVIDIA Studio. Так, ИИ нового поколения. Смотрим, что по искусственному интеллекту. NPU Copilot Windows, адаптивное затемнение, очень много разных приколов, и вот эти вот все Creator Pro Hub, это оптимизация настроек системы, плюс у нас еще с цветами различными, там управление, Muse 3, это искусственным интеллектом можете создавать картинки, Story Cube для управления картинками, и Asus Dialpad, панель управления, она, честно говоря, не сильно мне была интересна, но, допустим, Muse 3 это очень классная тема, мы, конечно, побаловались, но в это нужно погружаться, Я вам покажу, конечно, очень поверхностно. Это то, что вы можете создавать с помощью промптов отдельные различные картинки на движке Stable Diffusion. Поэтому по приложениям там все прикольно, по охлаждению тоже вроде бы все неплохо. Вообще, кстати, ноут действительно мне понравился. У него есть защита определенный грейд military стандарт, то есть военного стандарта. 64 гигабайта память. Ссылку разместил в описании под видео. Можете посмотреть. Подождите, мне надо на локальный сайт. То я куда-то не туда перешел. Ну и тут уже показывают, видите, пакет программы Dolby. Тут вообще беспроблемно. Искусственный интеллект мы уже с вами тоже примерно рассмотрели. Кое-какие приложения тут есть. И управление с помощью вот этого вот кольца в разных приложениях тоже очень-очень удобно. Кстати, кольцо, что все работает в разрезе тач-дисплея, вы же это тоже должны понимать. А вот теперь смотрите, у него есть промысловый, ну у него, знаете, он тестируется по стандартам MIL STD810H, это военный стандарт, потому что его можно с собой таскать, у него ударостойкость, тест на влагостойкость, стойкость к песку и пыли, и еще и высотные тесты, низкие температуры и виброустойчивость. Вот это, кстати, очень прикольно. К резкой низкой температуре он устойчив. И новые логотипы, материалы меня это уже не интересуют, а вот звук здесь действительно очень прикольный, как и, в принципе, охлаждение. Слушайте, ну давайте так, Dolby Atmos звук Harman Kardon, 3 микрофона, все очень красиво, но давайте уже пойдем потестируем его мощность и возможности. Слушайте, на таком экране, конечно, монтировать это одно сплошное удовольствие, именно с монтажа начинаю, все-таки для креаторов, и тут вот реально 4070 плюс этот процессор, он рулит. Вообще, чтобы вы понимали, у меня есть ZenBook на Intel Core i9, который вот 185, да, не на Intel Core Ultra 185 с AI и на Intel Arc, я и там монтирую все отлично. А здесь уже не говоря, плюс, грубо говоря, проц такой с AI, ой, что я наделал? Проц с AI плюс еще, честно говоря, вот это вот 4070, то тут можно все, что хочешь делать. Смотрите, в чем фишка. Мы сейчас монтируем с вами многопоточное видео. У нас есть поток номер 1. При этом на поток наложены эффекты у нас Ultra K, у нас наложены эффекты цветокоррекции через MBR 3, есть у нас через AI голос чуть-чуть изменен, и плюс у нас еще музыка. При том, что я прямо сейчас сюда делаю вот так вот еще один поток мелкий, я себя там, грубо говоря, сейчас вот так вот размножим, давайте чуть сделаем. И добавим немножечко переходов. И все это на full при рендере. И посмотрим, насколько он красиво все это сделает. Давайте откроем Workspace. Эффекты. Так, по эффектам мы сюда еще парочку переходов покладем. Давайте какой-нибудь Page Peel закинем. Свернем, развернем. Так, нарежем. Закинем поворот страницы, закинем листание страницы,
Давайте послайдим чуть-чуть, и будет вот такое вот у нас дело. Мы должны понять, насколько у нас тут просмотр. Дело в том, что мы сейчас его Unlock Panel сделаем чуть-чуть побольше и посмотрим, насколько у нас он в фуле выдает FPS. А мы смотрим, это 59 таргетовых и рендеринговых больше 100. Вот оно должно прийти сейчас к 60. 2 меня, там 3, грубо говоря. А мы сейчас, подождите, сейчас еще сместим меня, чтобы было у нас все красивенько. Чтобы меня было, ну там, задвоилось. Это я уже такое даю, знаете, там, такое задание. И все спокойно отрабатывает. То есть монтировать на этом всем деле, это просто удовольствие. А плюс еще, вы должны вдуматься, что у вас экран с каким покрытием цветового пространства. И здесь, да, все, остановилось. И здесь еще и можно, смотрите, то есть у нас там 2-3, и здесь мы можем еще и делать красивый цветокор с правильными цветами. Ребят, поэтому я вам скажу, для монтажа, для рендеринга, для работы с пакетом программы Dolby, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, это просто-напросто идеальная, скажем так, идеальный компьютер. То есть 4090 немножко избыточен. Если вы там, конечно, работаете с какой-то мега 3D графикой, то, конечно, вам придется с этим, скажем так, 4090 уже рассматривать. Но это конкретно вот штука для креаторов. Посмотрим сначала проц, посмотрим графику, немножко потестируем на быстродействие. Само собой, это AMD Ryzen AI 9 HX 370, господи, 4-нанометровый, с кэшем третьего уровня 16 мегабайт плюс 8 мегабайт, и у нас получается 24 потока на 4 производительных, 8 эффективных ядер. В самом бенчмарке его даже бенчить тут не с чем, потому что он будет показывать какой-то результат, который нам не с чем сравнить. Потому что в основном там в перечне процессоры, он, во-первых, игнорирует нейральный процессор, нейральный, который здесь есть, и как-то здесь получить нормальную производительность для сравнения, откровенно говоря, тяжело. Вот это будет все видно, наверное, больше или лучше в AIDE 64. Но если мы здесь сейчас выберем с вами, например, 13900 Core i9, 13924 ядра, то это будет нечестно сравнивать. Или с 32-потоковым Ryzen 9 7950X, потому что это у нас десктопная версия. А вот, например, Ryzen 9 уже 3950X, 16-ядерный, в одноядерном тесте будет проигрывать, в многоядерном чуть-чуть выигрывать, потому что у него 32 потока. Но есть Intel Core Ultra 7 155, здесь в одноядерном выигрываем, в многоядерном проигрываем. Поэтому вот здесь, вот, откровенно говоря, смотреть нечего. То, что у нас здесь в памяти напихали там 4x32, то есть у нас LPDDR5 64 гига, это не двухканал, 4-канал. Знаете, как считается? Две плашки 2x64, но LPDDR может работать в 4x32 с двумя субканалами по 32 бита. Поэтому считается в основном 4-канальная. Теперь RTX 4070 GPU на драйверах, конечно же, на Studio драйверах, для того, чтобы мы конкретно, это не для игр, Studio драйверах, хотя играть на нем мы сейчас будем однозначно, вы тут видите огромное количество игр. Но 5-нанометровый AD106 у нас с шириной шины 128 бит, 8-гиговая на GDDR6 Samsung с поддержкой всех этих разных прикольных фишек OpenCL, Vulkan, CUDA, Ray Tracing, Direct Compute, короче. Видеокарта зачетная. Но в AIDA 64 будет это немножко больше видно. Например, PhotoWorks, все-таки мы с вами рассматриваем креаторский компьютер. И PhotoWorks это тест, который берет 10 огромных изображений, загружает в память, один за одним рендерит и замеряется время рендера. И здесь уже процессор себя покажет немножечко в другом амплуа. Сейчас вы увидите тесты, и мне здесь не будет стыдно за этот проц. Я вам серьезно говорю, смотрите, сейчас увидите. Та-дам! На 5-м месте, обогнав спокойно 16-ядерный Ryzen 9 7950X на секундочку, который на MSI 670E работает, который работает на DDR5 6000, он его обгоняет. Intel Core i9 12900K обгоняет, при этом уверенно, конкретно уверенно, 32-ядерный Ryzen Threadripper 2990WX, короче, там дальше уже пошли такие, там 8-ядерный Core i9 11900, и буквально он вот идет, там разрыв несколько баллов с 24-ядерным Core i9 13900K, выше там уже какие-то монструозные
именно монструозные процессоры. И, в принципе, если в Checkmate еще сделать сравнение, то тут чистая математика. Тут уже не будет никакого нейрального процессора участвующего и тому подобное. И здесь он спокойно и уверенно обгоняет 24-ядерный Core i9-13900K на секундочку. Ryzen 9 3950, что в принципе и в этом подтверждается в CPU Z. Ну и пошло там ниже, вы уже видите результаты тестов. И выше него, выше его по производительности уже идут Threadripper там и Ryzen 9 7950, только из-за того, что у него там ну реально платформа крутая и в чистой математике он его будет обгонять. Но в работе по рендеру и в работе с фото он будет проигрывать. Тот же самый Ryzen 7950X. Ну как так? А вот так вот. Тест стабильности проводить не будем, потому что я хочу, чтобы вы видели температуры в реальных играх. Мы выведем MSI Afterburner, пожалуйста, наблюдайте и будете спокойненько смотреть. Что у нас еще есть? В качестве рабочего компа я вам хочу показать сейчас одну фишку. Вы сейчас обалдеете. В PC-марке, конечно же, мы проводили оценивание для того, чтобы мы сейчас с вами не загружали какую-то фигню по типу там Excel и не начинали тестировать на Excel, я вам покажу одну вещь. Фоторедактирование в рендеринге визуализации этот ноутбук набрал один из самых высоких баллов, которые я видел, даже поболее, чем, допустим, мои там на Intel Core i9 14900 HX у меня есть ноут, на Ryzen 79 там 9080, не помню уже какой там, стоял конкретно. И 7626 баллов общий скор, это просто-напросто высокий. Объясню, в чем фишка. Во-первых, модуль искусственного интеллекта Recalculate Monte Carlo, блин, просто сумасшедшие 2 секунды. Это большие базы данных. На нем можно работать не только, допустим, с графикой и 3D-моделированием. Большие базы данных, работы с огромными таблицами идеально работают. Потом, дальше. Я вам сейчас покажу фоторедактирование. Просто, блин, это охренительный показатель. 18205 баллов, это один из самых высоких, как и с рендерингом и визуализацией. С видеоредактированием один из самых высоких показателей. Поэтому для монтажа, для видео, для фотографий, для работы с базами данных, при том, что остальные все показатели тоже, веб-браузинг даже не обсуждается. Любое видео онлайн 4К, видеоконференции тут с какими-то сумасшедшими FPS идут, и App Start Score, то есть когда скорость запуска приложений, работы с приложениями тоже на самом высоком уровне. И вот это вот особенно меня радует, вот этот вот фото-эдитинг скор, рендеринг, визуализация, то есть на самом деле он имеет очень высокие показатели. Как в принципе и в 3D-марке на TimeSpy, мы не рассматривали для 4К гейминга, поэтому TimeSpy не экстрим, а простой. И вот смотрите, какой у нас результат. 10 тысяч почти на 11 тысяч. 10 Graphics, 11 в CPU и, само собой, в Battlefield 5 это 100 плюс FPS на 2К. Допустим, тот же Apex 130 плюс FPS, RDR 2 40 плюс FPS на 2К, GTA 5 будет у нас калькулироваться 65 плюс FPS и Fortnite на 2К у нас будет, 55 плюс FPS. То есть вы можете тут спокойно играть, да, в принципе, это все на 2К, они, конечно же, преувеличивают, а мы с вами отдельно поиграем. При том, что у нас в параметрах дисплея мы можем увидеть немножко интересные моменты. Я выставил 4К для того, чтобы у вас сейчас не было обрезанных полос, но максимальное разрешение, которое он поддерживает, 3840 на 2400. Очень все круто. Я разрешение меняю, оставляю 4К для того, чтобы мы тестировали конкретно на разрешение 4К и смотрели на его производительность. Ну и раз уж мы с вами, в принципе, заговорили о какой-то игровой производительности, перед тем, как смотреть остальные там высокоинтеллектуальные плюшки, а там есть такие пару прикольных моментов, где мы там ржали. Смотрите, я загрузил сейчас Киберпанк и на вот пресет авто, вот который здесь они поставили, с DLSS на авто тоже, и стоит у нас DLSS Super Resolution. Короче, вот сейчас будем пробовать. При том, что у нас стоит 4К. 4К, и мы просто забенчим здесь, играть здесь нет смысла, потому что есть очень классный бенчмарк именно для Киберпанка. И вот, пожалуйста, в 4К, в Ray Tracing Low мы имеем больше 30 FPS. Это в 4К гейминг на этом ноутбуке. Если вы хотите, в принципе, получить какой-то более лучший FPS, то вы должны либо снизить качество, ну, допустим, убрать Ray Tracing, либо снизить разрешение экрана. Но в 4К в данном, скажем так, на данной игре вы сможете поиграть с FPS выше 30. Давайте дождемся конца теста и увидим, какие здесь показатели есть. Но мы показываем, как есть.
Я ничего не собираюсь там приукрашать, рассказывать, что 4К 155 миллиардов FPS там вытягивает этот ноутбук. Ну нет, такого не будет. Не, ребят, действительно показываем все правильно. Ну, стабильный выше 30, проседаний вообще нет. Но мы сейчас немножко заморочимся, снизим планку. Вот, пожалуйста, у нас 36, минимальный 30 FPS, вообще все на стандарте. И пробуем уже чуть-чуть снизив наши требования к рейтрейсингу, отключив рейтрейсинг, получить какие-то более адекватные показатели FPS, а потом еще можем на Full HD протестировать. Без рейтрейсинга это уже стабильные, выше 40. Пожалуйста, те же самые настройки качества на DirectX 12. И плюс, если вы сюда еще поставите, конечно же, драйвера игровые, то будет лучше оптимизация, потому что здесь сейчас стоит Studio Drivers. На улице вообще поднимается до стабильных 50. Спокойно можем играть. Это в 4К. Вы тоже не забывайте, Full HD это будет совсем другой показатель. Смотрим на результаты тестов. Здесь они будут еще интереснее. 41, 56 максимально, 48 средняя. И можем пойти в видео настройки, поставить тот же самый Full HD гейминг. Давайте заэплаем. Ну и в маленьком окне сделаем, в принципе, тот самый бенчмарк с такими же, скажем так, характеристиками. Ну и здесь уже мы, конечно же, видим там 100 FPS, пожалуйста, на Full HD гейминге тут вообще вопросов у нас нет. На фулке 100 FPS спокойненько вытягивает, поэтому вот где гейминг, Full HD. Вот как раз заканчивается открытая локация, до 80 там где-то просадка была, короче, ребят, вообще вопросов нет. То есть Киберпанк спокойно работает. У нас получилось 102 FPS средняя, 64 минимальная и максимальная 120. Ну и мы уже с таким раскладом понимаем, что на этом не только можно помонтировать, можно еще и поиграть. Давайте сейчас посмотрим, что у нас за SSD-шничек стоит. У нас здесь стоит 2-терабайтный Western Digital на 2048 гигабайт, NVMe Express 1.4, PCI Express 4X4. Посмотрим, сейчас стартанем и увидим, будем обновлять температуру. Но я всю правду покажу, я говорю. То есть мы должны с вами понимать, насколько он греется, либо не греется. Слушайте, какие красивые показатели. Я вам рассказываю. Оно уже доделывается. 5155 идеально. PCI Express 4 отрабатывает. Это на чтение прямую, на 4,8 гигабайта в секунду на запись. То есть 4826 мегабайт в секунду на запись. Потом в рандомном чтении высокие показатели и температура. По температуре. При тесте на чтение, а единственный раз уже моргнуло 60 градусов, на 1 секунду опустилось. В записи, на рандомной записи было буквально там 63 градуса поднялось, тоже пару секунд опустилось. То есть я могу делать выводы, что охлаждение SSD здесь сделано должным образом. А теперь мы можем с вами немножко поиграть с высокоинтеллектуальными штуками, за которые отвечает не только видеокарта, но и сам вот этот вот нейральный процессор NPU, Compute Acceleration Device, который у нас занимается конкретно искусственным интеллектом. Ну, мы видим, какой у нас здесь, кстати, проц. И еще, знаете, к нам подходит классно этот ноут. Я его использовал на стримах и расскажу. Здесь очень мощная графика 890M встройка, одна из мощных встроенных график Radeon. Я очень хитро. Я играл в PUBG на 4070, а энкодинг у меня в OBD я выставлял Radeon 890. То есть это очень классно. То есть когда две карты работают одновременно. И у нас есть два, вот те, что бросаются в глаза. Это первый у нас StoryCube. Очень классная штука, которая позволяет нам управлять, допустим, вашими альбомами. Она распознает людей. У нее есть управление библиотеками. Фотографии. Здесь загрузил некоторые фотографии для примера. Здесь есть различные фишки. Вот знаете, вот что это? Это со временем, когда искусственный интеллект уже начнет обрабатывать эти фотографии, уже там приведет к какому-то моменту, например, да, у нас там альбомы искусственного интеллекта, например, такой вот, там он берет
детей тут сортирует. Ну, здесь есть, само собой, некоторые фотки, которые помечались как дети. Портреты он отбирает и тому подобное. Поход. Ну, в поход, конечно, это нельзя отнести. Но, допустим, он может даже людей рассортировать. Ну, например, он нашел тут меня. Мы можем меня назвать там «Это я». Вот так вот альбом назвать. То є я. Вот так вот. Такое интересное название будет у нас. А здесь он меня рисованного нашел, на которого он меня не распознал. Но если бы у меня было этих фотографий там разных, абсолютно с разными людьми, то, конечно же, он бы создал бы здесь много людей. И это очень сильно напоминает мне Google фото конкретно. Потому что ты там заходишь на какое-то отдельное, ты можешь добавлять в избранное, можешь его там копировать, удалять, редактировать. В плане того, что ты можешь менять, допустим, соотношение сторон, можешь там какие-то настройки контраста, выдержки, насыщенности и яркости, и вот в принципе, я вам скажу, очень даже неплохо. Можно даже его переворачивать тут и чуть-чуть масштабировать там сами для себя. Это какое-то базовое редактирование. Также у нас есть тут какие-то вот моменты тоже, как будет вываливаться потихоньку со временем, когда уже будет проходить время там воспоминаний и тому подобное. StoryCube это всего лишь каталогизатор фото. А вот Muse 3, который здесь есть, вот это уже интересно. Muse 3 использует конкретно искусственный интеллект и модель генерации AI от Stable Diffusion, которую развернули конкретно на этом Asus компьютере. И вы здесь уже можете там делать все, что угодно. Ну, например, мы хотим... Единственное, знаете, какой недостаток? Он больше понимает английский, да? Мы, например, хотим розовый дом, да? Pink house, не road. Он такой очень простой запрос. Мне очень интересно. Ну, тут лиса бежит, короче, посмотреть хочется, потому что мы тут играли с этим Muse 3 очень много, я вам объясню, сейчас оно выдаст нам какой-то результат искусственного интеллекта от Stable Diffusion. И мы там уже можем его менять с помощью дополнительных промптов. Смотрите, есть у нас, допустим, такое фото, вот сейчас посмотрим розовый домик, да, там, приятно, да, там это конкретно Stable Diffusion, и для креаторов, которым, откровенно говоря, вот ты там зачастую креаторы сейчас платят за генерацию картинок в каких-то нейросетях, у тебя здесь нейросеть уже есть под боком. А теперь ты берешь вот этот вот домик, вот, кстати, неплохо, да, там домик, ты берешь этот домик, переносишь сюда. И ты понимаешь, ты хочешь, допустим, из этого домика развивать какой-то проект. И потом пишешь идею. У тебя есть изначальный домик. И ты пишешь там Эдди Докс. Например, я вот не уверен, что там получится у нас чего-то адекватно. И он начинает надавать варианты. И каждому из вариантов, то есть вот этого Stable Diffusion, ты можешь добавлять отдельные промпты. Но здесь он не добавил, короче, собаку. Он, черт знает что, он изменил домик с перевернутыми окнами сделал. Тут уже надо, плохо, что на английском. Потому что, например... Ну, давай мы сейчас удалим этот запрос, давай другой какой-то там. Давай попробуем на украинском. Додати собаку. Не знаю, будет ли это таким образом работать, но у него есть в настройках перевод, допустим. Нет, он на украинском не понимает, поэтому надо дополнительные промпты делать на английском языке. Но вот это все фигня. Полотно идей. Полотно идей — это вообще классная тема. Это вот этот момент. Сейчас новый проект. Да, это когда ты рисуешь чем-то. Ну, например, давайте нарисуем фломастером машинку, да? Там нарисуем колесико, еще одно колесико. Лиса бежит. И уже там, короче, вот так вот у нас будет машинка. Это будет не, давайте автобус. То, что у меня получается. Ну, как получается? Я, конечно, мега такой рисовальщик, да. То есть, ну, пока это лучшее, что я сегодня рисовал, потому что мы сегодня очень много рисовали. Зачем я вот эти вот окошки делаю? Такие странные. Это ж будет какая-то решетка, 100%. И здесь будет у нас дверь, вот такая вот. Автобус для школьников или для... Это мы сейчас мы узнаем. Давай мы напишем здесь bus for pricing. Да, ну, короче. И попробуем, что у нас. Ну, допустим, не надо какой-нибудь графический элемент, да, там сделать. При этом у нас здесь можно включить влияние, уменьшать влияние искусственного интеллекта. Твою мать, что у нас вышло? Кошмар какой-то. Ну, в общем, для тех, кто умеет работать со Stable Diffusion, давай
Давай сделаем парочку рисуночков. Там, допустим, 4 варианта и чуть уменьшим. Может, и оранж. Что orange? Давай. In orange color, да? In orange color. Ну, сейчас вообще какая-то фигня получится. Сейчас. Я боюсь даже это представить. Но есть одна фишка. Например, ты можешь попросить Gemini или Gemini. О, смотри, прям вообще автобус. Если более точные какие-то модели рисовать, то ты можешь получать очень классные эти. Сравни, Да, вот прям Укрпочта у нас вот есть такие автобусики, мне говорят, да, там. Это леса, с которыми игралась там в начале. Ну, прям автобусы, смотри, прям. Оу! Да, ну это прям. А это школьный. Да, это прям. Так нет, ну это со школы куда. А это прям, смотри, прям моделька. Короче, вы поняли, классная тема, действительно, для искусственного интеллекта. И очень сильно ускоренная, это по сравнению, допустим, без нейрального процессора, это было бы намного больше времени занимало. Ну и, конечно, если уж мы там затронули Muse 3, то мы можем с вами посмотреть про Art Creator Hub. Для цветокоррекции, для чего угодно, для дизайна это просто идеально. Ну, во-первых, здесь у вас управление вашим ноутбуком полностью. Тут есть режим Windows, тут у нас тихий, стандартный режим продуктивности. И контроль памяти использования, все. У нас пошло контроль цветов. Есть нативная, есть sRGB можем выбрать, DCI P3 и дисплей P3. То есть конкретно с его покрытиями-то, да. Все это у нас тут мониторинг, но теперь давайте у нас по цветам. Вот, мы можем посмотреть с вами цветовые тенденции. Это вообще классная тема. Смотрите, например, выбираем весну, и мы видим какому-то цвету, вот у нас, допустим, Pantone какой-то цвет, и к нему какая есть подходящие еще цвета, да, там, то есть мы можем выбирать совместимые цвета, это очень-очень крутая тема. Давайте вот выберем все и применим к какому-то проекту, то есть вот эти вот цвета, и это оригинальные цвета, которые будут показывать ваш экран. Да просто идеально. Вы видите, здесь конкретно можем выбрать какой-то цвет экрана, допустим, здесь, да, там, и понимать, какой это цвет. То есть мы для себя можем его поставить. Вот RGB и составляющая RGB 94, 79, 0. И здесь у нас есть обозначение этого цвета и как им работать. Теперь у нас тут есть еще... Так, это мы сохраним, экспортируем. Вообще здесь есть ссылки на видео, вот, пожалуйста, видеоинструкции. Так что можно перейти, посмотреть. Очень много тут есть Creative Land, короче, тоже управление этими всеми вещами искусственного интеллекта. Можете прямо отсюда и видео, именно видеоинструкции посмотреть лично. Я для себя еще до конца даже не разбирался. Конечно же, любой стриминг 4К онлайн мы можем с вами смотреть, смотрите, 4К. На этом экране это смотреть, это просто нереально. А звук вот этого вот действия, он просто невероятен. То есть звучит ноут классно. Ты можешь работать со звуком, ты можешь работать с графикой, ты можешь заниматься цветокоррекцией и смотреть какие-то фильмы. Пожалуйста, в этом всем ограничения нет, как в принципе и поиграть. Так, ну и PUBG. Я обожаю PUBG. Давайте посмотрим по графике. Пробуем 4К однозначно. И тут у нас почему-то на 4К ставит очень низкие. Тут как бы странно. Давайте хотя бы средние. На 4К надо пробовать и на Full HD, конечно же. И поехали. Чуть-чуть с вами постреляем. Так, смотрите. 4К, средние настройки, 60 FPS. Это среднячково. Сейчас все прогрузится. 60 FPS. Так что с 4К геймингом тут тоже, в принципе, ну, ультра 4К гейминг, это когда 4К там и выше 100 FPS, это, конечно, проблемка. Но на 4К поиграть сможем. Ну и такой вот, я вам скажу, стабильнячок при приземлении в 60 FPS вполне мне нравится. Боже, на бочку приземлился, в какую веке еще навернулся, еще и поранился. Ну, я умею, все как обычно. Мотоцикл есть. Давайте чего-то схватим. 75-74 FPS. Full HD. Давай, там автоматик какой-нибудь. Вот о нем. Я без звука играю. Говорю так, если меня сольют, то, пожалуйста, не надо кричать, что я там как-то не так играю. Я... Молчи сразу. Я хорошо в PUBG играю. Поэтому... Ты хорошо, но не так. Да, но не так. Без звука я всегда не так играю, если честно. Поэтому такая вот фигня. Давайте мотоцикл возьмем и поедем. Погоняем немножечко. Ну, слушайте, очень-очень классно. Очень неплохо. С 60, выше 60 FPS.
Это вот, в принципе, то, что надо, если вам надо 4К гейминг. Хотя я не вижу смысла на таком экране заморачиваться по 4К. Я бы ставил бы, допустим, фулку и играл бы спокойно на фулке. Да что ты будешь делать, мотоцикл долбаный? Давай взять мотоцикл без звука, конечно. Такое себе удовольствие. Но стабильные 60. Стабильные. Сейчас чуть-чуть проедем. Давайте чуть-чуть ускоримся. Убьемся на этом мотоцикле. Еще ж надо пострелять. Кто так умеет, как я? Коряво. Да, вообще идеально. О, и меня, кстати, кто-то снял. Я даже не слышал, что по мне кто-то стрелял. Но с Horizon на Full HD гейминге, не на Full, господи, на 4К гейминге и на оригинальном качестве PlayStation 5, то здесь будет у вас там 43, 42 FPS, 41. Но при этом это абсолютно играбельно. В принципе, такая игра себе, в которой больше 30 FPS, это уже, скажем так, уже очень хорошо. И отличный геймплей получится. Но при этом мы можем с вами, допустим, в том же Horizon поставить Full HD гейминг. Давайте на Full HD переключимся. И тут же сразу на Full HD в оригинальном качестве сразу же 94-93 FPS. И на Full HD вполне можно будет играть. Я вам скажу, это очень неплохо для игры. А ну, кстати, мне интересно, знаете, что, допустим, мы на фулке поставим ультимативное качество. Давайте, Ultimate. И здесь у нас все равно будет 85-86. Посмотрите детализацию травы. Я специально делаю вот здесь вот в траве, там где очень много мелких деталей. 75-76, отличный получится гейминг. Я вам скажу, достаточно неплохо. Ну и, конечно же, все это подкреплено очень быстрыми модулями сетевыми. На текущий момент Wi-Fi 5 ГГц, пожалуйста, 1,8 гигабит. 1,8 гигабит через обыкновенный, ну не обыкновенный, допустим, сейчас я вам покажу, с каким коннектом он идет и какой стандарт поддерживает. Пускай закончит тесты. 1,8 на 1,8 на 2. Но это Wi-Fi 7, я уже сразу говорю, поэтому даже 1,8 на 1740. Давайте Wi-Fi посмотрим. Вот мы видим Wi-Fi модуль, Wi-Fi 7, MT7925, 802, 11 BS коннектом, 2,8 гигабитов в 5 гигагерцовом диапазоне на 36 канале. Можем протестировать с вами еще 2,4 гигагерца, это вот чисто как обязательные тесты. Подключились, стартовали. И в 2,4 диапазоне это там 250 под 300 мегабит. 400, да ладно, 2,4. Это отличный показатель. Здесь очень хороший Wi-Fi модуль. То есть у нас получается мощный процессор, мощная видеокарта 4070, которая способна, допустим, нам обеспечить комфортную работу в 4К и какой-то вот 4К базовый гейминг, либо хороший ультра Full HD гейминг. Вы это тоже должны понимать, что на Full HD мы получаем с вами очень хороший FPS. 370 на 360. Не знаю, Stalker 4К, такая себе идея играть здесь. Это будет, конечно же, 26-27 на высоких настройках. Я вот сразу даже двинулся. Вот показываю как есть, да. Давайте поставим, например, там низкую, да, графику Stalker 2. О, и тут будет на низких в 4К 34-46 FPS. Слушайте, ну прям вот 36-40. Я прям удивлен, ребят. Я прям удивлен. Даже в Stalker 2 можно побегать и что-то поделать. Нормальная тема. Я, правда, играю... Ой-ой-ой, радиация. Не, извините, нам не туда. Сейчас мы на кого-то тут напоримся. Нам дадут трендюлей. Это твоя любимая часть? Да, мне в основном в таких играх трендюлей дают постоянно. Поэтому тут я даже не буду на этом заострять внимание. Все как обычно. Ребят, давайте уже, наверное, пройдем и прорезюмируем. Короче, все очень просто. Ребят, я очень сильно рекомендую этот ноутбук. Для создателей контента, для дизайнеров, для любой категории тех, кто занимается каким-то творчеством, ты просто поиграть на нем очень даже можно, нужно. Мои рекомендации, охренительная вещь. Цена, конечно, кусачая, но... С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.